Приветствую тебя, дорогой друг. С тобой Андрей Хавратов, автор интерактивного трансформационного тренинга «Игра в жизнь». Сегодня у нас третье видео из рассылки 8 важных принципов успеха. И третий важный принцип, который необходимо выработать человеку, который стремится к успеху, называется творчество. Если первый был мечта, второй принцип, то есть мечтай научиться мечтаться, второй принцип – очистить свой разум, очистить свою душу и наполниться. Третий называется творчество. Вот, чтобы быть в состоянии постоянного успеха, дорогие друзья, дорогой мой друг, необходимо быть всегда в состоянии творчества. И мы говорили о том, что вот второй принцип состоит из трех таких важных моментов. Первое – прощение. Второе, которое нас очищает нашу душу, наш разум. Второе – это благодарность, мы наполняемся. И третье – это любовь, когда мы начинаем, вы знаете, исходить от нас, начинают исходить чувства любви. И вот именно это приводит человека к творчеству. Вот все успешные люди, все, кто приходит к успеху, и если вы хоть один раз были успешны или находились в состоянии постоянного успеха, вы заметите, что именно творческий потенциал, когда раскрывался в вас, а что я замечал у некоторых, так как мужчин и женщин, как только у них появлялась любовь, и вот иногда люди, которые живут в парах и нет любви, там вот и творчества почему-то нет, потому что вот что такое кван, да, вот есть такое понятие квана, это любовь, престиж, деньги, то есть в первую очередь должна быть любовь, да, нужно найти свою любовь, затем стремиться к престижу, и тогда к вам придут деньги. Нужно быть уже престижным, тогда к вам придут деньги. Так вот, дорогие друзья, как только вы, как можно чаще вы говорите о любви, что вы любите детей, жену, мужа, если вы женщина, вы любите все вокруг, природу, красоту, птичек, животных, даже своих соседей, если они вам мешают. Вы говорите, что вы их любите. Вот, кстати, проэкспериментируйте. Если вам сосед какой-то есть или соседи, которые человеку мешают, говорите, направляйте в их сторону позитивную информацию, говорите: я люблю вас, я прощаю вас, да, я чувствую прощения, благодарности, потом любви. Увидите, как все изменится. Так вот, дорогие друзья, творческий потенциал – это очень важный момент в том, чтобы идти к успеху и чтобы быть в состоянии постоянного успеха. Человек должен иногда, вот что происходит, люди многие, придя к успеху, начинают заходить в так называемую ежедневную такую рутину. Вам необходимо научиться, дорогие друзья, выходить из этой рутины, и я предлагаю хотя бы раз в неделю, вот по-хорошему хотя бы раз в неделю, общение с самим собой. Допустим, в пятницу или в субботу вечером на час, на полтора, на два включайте музыку, общение с самим собой, что за неделю произошло хорошего, куда вы пришли. Во-первых, свои планы нужно подытожить за неделю, спланировать, наметить следующие планы, которые у вас есть. И, естественно, пройти ритуал прощения, благодарности, любви и прийти к тому, чтобы раскрыть в себе какое-то творческое начало и идти в творческом направлении. Потому что творчество дает сумасшедшую энергию. Мне часто говорят: Андрей, откуда у тебя столько энергии? Я очень часто занимаюсь творчеством. Практически каждый день занимаюсь творческими процессами. Мне пришла в голову какая-то мысль, я начинаю ее обсуждать, я начинаю думать, я захожу в творческий процесс. И самое главное, вы знаете, у нас будет на второй ступени игра в жизнь, которую вы захотите, может быть, пройти. Один из моментов мы рассмотрим – это как найти свое предназначение в жизни и свою уникальность раскрыть в жизни. Так вот, вы, когда находитесь в творческом процессе, у меня происходят моменты, я иногда могу не спать по полтора, по двое суток. Иногда замечаю, что за эти полтора-двое суток я чая попил несколько раз, может быть, сходил там, зарядочку сделал, чтобы не сковывались мышцы. И, может быть, там 2 сырочка каких-то скушал и бутерброд. Все, за эти полтора-двое суток. И энергии очень много. И когда ты потом вырубаешься, ложишься спать, просто в таком вот кайфе ложишься спать. Хоть устал, но усталость приятная. И вот здесь, дорогие друзья, быть всегда в состоянии творчества. Именно творческие люди добиваются всегда успеха и всегда находятся в состоянии успеха. И я хочу вам сказать, дорогие друзья, настройтесь на то, чтобы найти свой творческий потенциал внутри себя.
а он к вам придет. Если вы не знаете даже, как найти свой творческий потенциал, к какому творчеству прийти, просто начните говорить, проговаривать несколько раз такие вот моменты, которые называются, ну, к примеру, моменты такого плана. Во мне просыпаются творческие мотивы, во мне просыпается творчество, я нахожу свой творческий потенциал, я люблю, когда во мне просыпается творчество, и я нахожу свое творческое начало. И к вам оно придет. Вот есть такая еще хорошая пословица: если вы ничего не хотите, начните говорить «хочу хотеть». Если у вас нет творческого потенциала, или вы не знаете, к чему стремиться, какое творчество внутри вас открыть, просто говорите «хочу творческого потенциала». Ко мне приходит творчество, и оно к вам начнет приходить. Это было третье видео, это был третий принцип из 8 принципов постоянного успеха, который назывался творчество. До следующего видео. С вами был Андрей Хавратов.